Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вход для самсунговского топа пишется на iPhone 13 Pro Max 1080p 60 fps. Что самое важное, вы их должны знать перед топом. Первое, я в принципе, хотя может быть часто негативно говорю о Samsung, я его часто покупаю. То есть Samsung S21 лично я проходил больше года. В первую очередь из-за габаритов. Я устал его заряжать, разумеется, но что есть, то есть. Все смартфоны, что были в топе, покупал я для себя, какое-то время ими пользовался. В основном недолго. Дольше всего я юзал Ультру, S22 и, разумеется, дольше всего я юзал S21. Насколько выгодно я покупал? Допустим, S22 я когда-то купил в МТС за 46 вместе с наушниками. В итоге это получилось выгоднее, чем покупать его сейчас, наверное, на процентов 50. Если брать другие смартфоны, вот недавно я купил A53. Это новый смарт от Samsung, и он мне обошелся в 21 тысячу рублей. В телеграм-канале скидок по ссылке в описании. Вполне возможно, их еще все не раскупили. Но опять же, это на Алиэкспрессе, нужно будет ждать 3-4 недели. В целом к Samsung я отношусь хорошо, но не раз за ролик я буду вспоминать, что в Южной Корее они продают S22 Ultra за $800. Сколько в долларовом эквиваленте стоит в Российской Федерации, вы можете посмотреть. Опять же, за обзор я несколько раз это буду упоминать. Альтернатив этим смартфонам всегда море. Опять же, смотрим телегу, читаем отзывы. Я делаю о Samsung обзор по трем причинам. Первое, потому что я юзал Samsung. Вторая, потому что у них классная экосистема, как и у Яблока. И третья причина, разумеется, это ваш интерес. То есть Samsung это один из тех брендов, которые очень любят в Российской Федерации. Но постараемся не забывать одну магическую вещь, что Sams, как и Sony, как и Xiaomi, официально из РФ ушли. Так что не будем слишком к ним лояльны, хорошо? Но это в перспективе. Не забываем подписываться на канал, не забываем, что на каждый из этих девайсов у меня есть обзоры на канале. Там самое интересное, это, разумеется, комментарии уже пользователей под обзорами и то, что я там постю очень много примеров съемки. В топе примеры съемки будут, но их не будет так много, разумеется, как самих обзоров, как и фото. Девайсом заранее, да, если они у вас на руках, лучше не смотрите, смотрим. В 1975 году зарегистрирован новый бренд Samsung Electronics. Первый телевизор Samsung Electronics выпущен в 1972 году. В 1991 году было продано порядка уже 10 миллионов единиц. В 1983 году одна из дочек Samsung выпустила первую корейскую микросхему DRAM. Тогда же Samsung заявила о производстве полупроводников, о начале его производства, выходя на новый рынок. На сегодняшний день Samsung является крупнейшим в мире производителем микросхем и карт памяти. История компании — стандартный пример колоссального успеха, но чем крупнее бренд становится, как вы понимаете, тем меньше он думает о покупателях. Это лично мое субъективное мнение, хотя бы посмотрите на тот же S22 Ultra, о чем мне все время говорит мой главный администратор Вячеслав в телеграм-канале взаимопомощи, что вот, смотри, S22 Ultra на официальном сайте в Южной Корее стоит $800. А причина проста — не покупают. Вопрос другой, как нам купить там, но это уже лирика. Сегодня же я расскажу вам о моем топ-10 смартфонов от Samsung. И в конце вне топа будет два основных смарта, но это лирика. Напоминаю, что на каждый из представленных смартфонов у меня есть отдельный ролик. Все эти смартфоны прошли у меня через руки. А самое интересное, разумеется, это комментарии пользователей, которые потом посмотрели мой ролик. По ссылке в описании сможете увидеть как раз перечень роликов. 10 место моего топа я отдал смартфону Samsung Galaxy S22 Ultra. Вы скажете, я сошел с ума? Нет, я полностью отдаю себе отчет в таком выборе. И основным минусом этого смартфона является ультравысокий ценник. Причем как на старте продаж, так и сейчас. Опять же, не берем Южную Корею. И цена никак не может оправдать его возможности или особенностей. И даже наличие фирменного стилуса, которым в основном народ и не пользуется, в принципе, кто покупает, как по мне, не может быть оправданием настолько завышенной цены. Разумеется, у него море плюсов. Это и стилус, который может делать довольно крутые вещи, и наличие влагозащиты официальной, целых 7 вариантов расцветки. Последняя версия защитного стекла Corning Gorilla Glass Victus Plus на фронтальной и тыльной стороне смартфона вселяет надежду на хорошую защищенность, хотя опять же вы все равно будете носить его в чехле. Разъем для зарядки и передачи данных имеет тип USB Type-C версии 3.2, и это прям радость Gen 1. Стереодинамики выдают отличный звук, но до iPhone 13 Pro он не дотягивает, лично по моим ощущениям. Притом у меня оба аппарата на руках.
Влагозащита класса IP68 — это круто, разумеется. Экран Dynamic AMOLED с космическим разрешением 1440 на 3088 пикселей с поддержкой HDR10+, и хорошим таким размером в 6,8 дюйма поражает взгляд. С другой стороны, Xiaomi 12 Pro недалеко ушли, если не переплюнули в плане разрешения и остальных прелестей. Опять же, всегда смотрите обзоры на все флагманы и IQOS Z9 Pro, и OnePlus 10 Pro, который можно купить за 38 тысяч сейчас по свежему курсу через Kiwi. И когда вы это все посмотрите, вы поймете, почему все-таки Samsung S22 Ultra у меня на 10-м месте даже среди самсунгов. Плотность пикселей у него 500 ppi просто восхитительная, хотя человеческий глаз эту красоту мало какой воспринимает, как по мне. Пиковая яркость в 1750 нит позволяет смотреть на экран на максимально ярком солнце. Сможете полететь в Доминикану на ярком солнце в 12 часов дня, тоже все увидите. Опять же, если готовы будете к перелету через Объединенные Арабские Эмираты. Биометрия работает без проблем, как отпечаток пальца, так и скан лица, но в очках или маске смарт вас не узнает. Процессор Exynos 2200 показывает себя не лучше, чем Snap, устанавливаемые смарты для других рынков. Но у меня вариантов при покупке у официалов не было до последних событий, как вы прекрасно понимаете. Сейчас можно на Авито купить и на Снэпе. Самая свежая оболочка One UI 4.1, возможно, уже вышла новая, когда вы смотрите этот топ. И последняя версия — это Android 12. Разумеется, они радуют. Последняя версия оперативки и внутренней памяти тоже соответствует званию флагмана. Никому на ближайшее время не нужна у нас поддержка сети 5G поколения, тоже есть. С другой стороны, если вы как гуляете по Невскому, либо Дворцовой, либо в Москве на Красной площади, 5G там имеется, так что вам актуально. Но основная масса жителей Российской Федерации не оценят. Также к плюсам отнесу то, что в приложении Samsung Pay есть поддержка большого количества банков. Это большой плюс в новой реальности, с одной стороны. С другой стороны, постоянно что-то отваливается. Единственный на данный момент рабочий, опять же, по моим ощущениям, способ оплаты — это скачать программку MirPay и через нее оплачивать. А у Яблока, да, все плохо. Вы даже Сбербанк онлайн не скачаете. Но это, к слову, почему топа Apple, скорее всего, в ближайшее время не будет. Актуальность умирает ежедневно в гиперболической прогрессии. Навигация работает, несмотря на предостережение руководителя Роскосмоса. Притом видов навигации много, и я не думаю, что будет какая-то печаль с Самсунгами, если отваливаться полностью GPS. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, но в PC-марке показывает всего 7 часов 33 минуты, что в принципе немного, учитывая, что он гонялся мной на максимальной яркости, и это только 80% заряда, и максимальной герцовки. Полностью от проводной зарядки в 45 Вт, это максимум, смарт зарядился за 1 час 30 минут. Это и называется быстрой зарядкой, по мнению Samsung. Не будем вспоминать Realme GT Neo 3 с зарядкой на 150 Вт, правда? К слову, я его уже обозревал с 80-ваттной зарядкой, и, разумеется, она в несколько раз быстрее заряжает смартфон, чем это. Смарт поддерживает реверсивную зарядку, которой можно зарядить свои наушники, для примера. Тротлинг-тест заваливает, прямо скажем, так как просадка почти в 50% от максимальной производительности. С камерами все хорошо, если не сказать великолепно, на первый взгляд. Основной модуль на 108 мегапикселей, ультраширик на 12 с углом обзора в 120 градусов. Телевик на 10 мегапикселей с 10-кратным оптическим зумом. И еще один телевик с 3-кратным оптическим зумом. Максимальная запись возможна в 8К 24 FPS, фронталка на 40 мегапикселей максимально может снимать видео в 4К 60 FPS. И примеры съемки любого смартфона у меня на канале начинаются и заканчиваются со съемки на него, поэтому обязательно, кому интересна камера, но в основном смотрите входы и выходы на смартфоны, и вы сможете реально оценить, как в обычных условиях обстановки, чаще всего с рук оператора Игоря, вы сможете, допустим, если у вас такой же навык, снимать. Samsung в этом смысле молодцы, снимает практически все хорошо, во всяком случае топы. Но не всегда прелесть с фокусом. Сейчас увидите примеры. Минусы, и их много. Несмотря на позиционирование данного смартфона как венца технологии от Samsung, видео он снимает не самым лучшим и топовым образом на данный момент, что довольно странно. Процессор, с которым смартфон продается в России, тоже является минусом, и практически все пользователи, кто мог сравнивать его со Snap'ом, это признают. Многие, кстати, называют Exynos енотом, если кто не понимает в комментариях потом. Экран-водопад тоже является минусом лично для меня. Об этом вы можете спросить любого, кто пользовался подобными экранами. И логично, что он здесь не полностью водопад, но это не меняет дело. Играть с этим делом не особо удобно. Также к минусам отнесу я ультра скромный комплект для смартфона стоимостью выше 100 тысяч рублей. Это просто недопустимо. Покупать зарядное устройство, я промолчу про комплектный чехол, защитную пленку, некоторые другие вещи, которые вы можете найти
в смартфонах из Поднебесной. Максимальная мощность поддерживаемого зарядного устройства всего 45 Вт, и скорость так называемой ультрабыстрой зарядки вообще не поражает воображение, если не сказать убивает в 2022 году. Нет поддержки карт памяти, этот тренд топовых смартфонов первого эшелона с одной стороны, с другой стороны в Huawei P50 Pro можно запихать, в топовые смартфоны Sony можно запихивать карты памяти, но вот Samsung так не думает. Он думает, что вы должны максимальное количество памяти покупать в смарте, без возможности расширения собственноручно. Нет мини-джека, нет ИК-порта, нет DC-диминга, это прям ужасно, и я советую перед покупкой протестировать данный смартфон в магазине, чтобы посмотреть, как ваши глаза отнесутся к экрану. Постойте хотя бы минут 15 в него, потыкайтесь. Возможно, кому-то нужна запись разговоров, так вот ее здесь нет, во всяком случае в стоке без рута. Увы, камеры в начале продаж были сыроваты ППО, возможно, их поправили в дальнейшем, но мне это не интересно, потому что я фактически смартфон покупал через месяца 4 после старта продаж, и этого достаточно, чтобы допилить смарт за эти деньги. Но самый главный минус, из-за которого я поставил данный смартфон на последнее место моего топа, это, разумеется, цена. За такой набор характеристик просто недопустимо присуждать смартфону более высокое место. Это мое субъективное мнение, как в одном известном анекдоте. Я художник, я так вижу. И чтобы вы понимали, на сегодняшний момент, если бы вы находились в Южной Корее и покупали по курсу Киви, этот смартфон обошелся бы вам максимум в 55 тысяч рублей. И вот с этой отправной точки, на официальном сайте, к слову, я продолжу свой топ, хорошо? На 9 место своего топа я поставил Samsung Galaxy A12. На распродаже до всех известных событий его покупали за 7 тысяч рублей, в том числе и я. И за такой прайс смартфон вполне достоин своего места. Комплектация скромная, смартфон, блок питания на 15 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, ключ для извлечения сим-карт, документация. На выбор есть 3 цвета корпуса: синий, красный и черный. Пластиковый корпус тыльной части имеет рельефную фактуру. Размеры у смарта стандартные, а вес в 205 граммов прямо на грани, как по мне. Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания удобный, срабатывает неплохо. Слот для сим-карт полноценный, 2 симки можно вставить и карту памяти. Разъем под мини-джек никуда не делся, что хорошо, и дисплей на 6,5 дюймов типа PLC с разрешением 720 на 1600 точек и плотностью пикселей в 269 ppi. Непростительно она с одной стороны, с другой стороны, ну а что хотеть от ультрабюджетника. Частота обновления экрана 60 Гц, стандартно для лоукоста. Разблокировка по лицу узнает хозяина даже в очках, что хорошо. Процессор Exynos 850 далеко не игровой, как вы понимаете, графический процессор Mali G52. Оболочка One UI Core 3.1 на базе Android 11 неплоха, но подлагивает из-за слабого обвеса. Оперативка в количестве 4 ГБ типа LPDDR4X, внутренней памяти на выбор 32, 64 или 128, Bluetooth версии 5.0, NFC есть, GPS имеет точность в 1 метр, что хорошо и удивительно. Аккумулятор емкостью в 5000 мАч показал в PC-марке 9 часов 36 минут, и это очень неплохо, заряжается он с 0 до сотки за 2 часа 18 минут. Не совсем быстро, но low-cost, что делать. Основной блок камеры из 4 модулей на 48 мегапикселей, 5 мегапикселей, 2 затычки по 2 мегапикселя. Видео пишет максимум в 1080p 30 fps, фронталка на 8 мегапикселей в виде капельки в экране. Видео может снимать в таком же 1080p 30 fps. Снимает смартфон что на основную, что на фронтальную камеру на свою стоимость, ни больше, ни меньше. Минусы, разумеется, есть. Это отсутствие в комплекте защитной пленки, чехла тоже не завезли, что печально, лоток для сим-карт не прорезинен, звук у смарта моно, мультитач на 5 пальцев, прям очень печально, давно я не пользовался смартфонами с таким мультитачем. Автояркость долго думает, прежде чем перенастроиться на другой уровень освещения. Заметные рамки и большой подбородок — это удел всех супербюджетников. Wi-Fi однополосный на 2,4 ГГц, что не очень хорошо. Оболочка частенько лагает, даже на регулировке громкости, это прям раздражает. ИК-порта нет, защиты от пыли и брызг, разумеется, нет. Зарядка очень долгая, если покупать данный смартфон, то лишь на распродажах. Интересен он максимум при стоимости в 10 тысяч рублей, и логично только пользователям Samsung. Мне вообще кажется, что Samsung интересен только пользователям Samsung, либо тем, кто пришел в магазин и продавцы его уболтали на Sam's по оверпрайсу. По какой причине? Все очень просто. Хорошая маржа. Почему Samsung не продать? Тем более высокий уровень доверия конкретно в Российской Федерации. Это бренд, которому больше всего доверяют. А они взяли и официально ушли. Это, к слову, для фанатов. На 8 место я поставил Samsung Galaxy M32. К плюсам данного смартфона я отнесу внешний вид. Аккуратный блок камер, довольно удобный размер для среднестатистического пользователя, довольно большой аккумулятор, комплект стандартен для Samsung, смартфон, блок питания на 18 Вт, кабель Type-C и ключ для извлечения сим-карт. Лот для сим-карт полноценный, что хорошо, но не прорезинен, что не очень хорошо. Вес всего 179 граммов, и это неплохо. Сканер
Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания работает тоже хорошо, мини-джек никуда не делся, и это особенно радует. Дисплей на 6,4 дюйма типа Super AMOLED. Разрешение 1080 на 2400 точек. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 версии, плотность пикселей 411 ppi. И это прям золотой стандарт. Выше 400 у ppi считайте, что у вас отличный экран. А вот у A12 была печаль. Автояркость подтормаживает иногда. Экран имеет частоту обновления в 90 Гц, автогерцовки нет. Always on Display полноценный, мультитач на 10 касаний. Распознавание лица иногда глючит. Процессор MediaTek Helio G80, видеопроцессор Mali G52 MC2, аналогично A22. Оболочка One UI 3.1 на базе Android 11. Оперативка LPDDR4X на выбор 4 ГБ или 8 ГБ. Встроенной памяти может быть 64 или 128 ГБ. И здесь эпичный фейл. Она типа eMMC. И это прям печально. Она древняя и медленная. И я считаю, что вот этим они смартфон в каком-то смысле подубили. Если бы они запихали туда другую память, однозначно он бы был выше по месту. И напоминаю, что когда вы смотрите топ, не факт, что Android, допустим, не пришел 12 или 13 версии. Возможно, вы смотрите топ уже через год-два после того, как я выпустил ролик. Обращать внимание стоит только на железо, как вы понимаете. В железе ничего не поменяется. Оболочки, разумеется, прилетать будут новые. Также на борту двухдиапазонный Wi-Fi Bluetooth версии 5.0. Напоминаю, что уже появился версии 5.3. NFC-модуль на борту. GPS-модуль имеет точность в 1 метр в городских условиях. Это единственный, наверное, плюс данного процессора. Аккумулятор на 5000 мАч показал в PC-марке 8 часов 39 минут работы при 90 Гц и максимальной яркости, что не так много, как хотелось бы. Заряжается аккумулятор родным блоком питания за 2 часа 10 минут, что не быстро. В играх показывает себя не лучшим образом, прилично греется и подлагивает. Блок камер состоит из 4 модулей на 64,8 мегапикселей и 2 затычки по 2. Видео пишет максимум в 1080p 30 fps, фронталка имеет разрешение в 20 мегапикселей, и видео пишет также в 1080p 30 fps максимум. Опять же, к сожалению. Минусы. Беда с автофокусом при съемке видео, практически неотключаемая улучшалка лица, это, если честно, и у Huawei такая печаль, лично по моим ощущениям. Традиционно для Samsung бедный комплект, без чехлов, защитных пленок и маржа при продаже, которую покупатели платят продавцам, переплачивая с железа приличную сумму. Напоминаю еще раз про Samsung S22 Ultra. Smart поддерживает зарядку в мощность в 25 Вт, но в комплекте идет всего на 15 Вт. Стандартно для Samsung они заклеивают торцы противной пленкой, сдирать которую без раздражения лично мне невозможно. С другой стороны, очень многие как раз это любят, чтобы поздирать что-нибудь при покупке. Всего 2 цвета на выбор, слишком мало, но это лично по мне. Беспроводной зарядки нет, что естественно. Записи разговоров в стоке нет, но это у всех Samsung'ов так. Некачественная состыковка деталей. Если вы готовы на переплату ради хорошего дизайна, то ловите данный смарт на сейлах, потому что больше, чем за 17 тысяч, я бы его не рекомендовал покупать, хотя на данном этапе жизненного развития его продают в ритейле почти за 25 тысяч рублей. Это нереально дорого, просто нереально. Учитывая, что А53 можно на Али купить новый за 21 тысячу, серьезно. Я бы не покупал и присмотрелся к другим претендентам моего топа. Седьмое место моего топа занимает Samsung Galaxy A32. Плюсами данного смартфона являются, как по мне, нестандартный дизайн, довольно интересный, оболочка очень хорошая, блок камер неплохо сделан, также есть мини-джек, за что спасибо, комплект стандартно скромен, смарт, кабель Type-C, блок питания на 15 Вт, ключ для извлечения сим-карты и документация. Лоток для сим-карт полноценный, за что тоже спасибо. Размеры довольно компактные по нынешним меркам, вес 182 грамма. 3 цвета на выбор, черный, голубой и фиолетовый. Экран на 6,4 дюйма типа Super AMOLED, 1080 на 2400 точек, плотность пикселей 411 ppi, что круто. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 версии, это неплохо. Частота обновления экрана 90 Гц. Шим есть, как всегда у Samsung'ов, к сожалению. Притом космический. Always on Display полноценный, мультитач на 10 касаний. С этим все хорошо, относительно, не вспоминая шим. Сканер отпечатков пальцев в экране работает с подтормаживаниями, иногда не может распознавать палец владельца. Распознавание по лицу работает без проблем. Процессор MediaTek Helio G80, видеопроцессор Mali G52 MC2. Все довольно древнее. Оболочка One UI 3.1 на базе Android 11 довольно относительно свежая. Оперативка LPDDR4X доступна только 4 гигабайта. Внутренней памяти на выбор может быть 64 или 128 типа eMMC 5.1. Медленная. Вообще, чтобы вы запомнили, все, что не UFS, уже плохо. Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, NFC есть. Датчик приближения работает адекватно. Это вспоминая всех Xiaomi-тов, начиная с Poco F3. GPS показывает точность до 1 метра в городских условиях. Это практически стандарт для медиатековских
графических процессоров, и это основной их плюс. Аккумулятор на 5000 мАч в PC-марке показал время почти 10 часов на 90 Гц и максимальной яркости экрана. Заряжается же родным адаптером питания смартфон почти 2,5 часа. В играх смартфон чувствует себя некомфортно, греется и лагает. В Genshin Impact работает даже на минимальных настройках с лагами. По камерам ситуация следующая. Основной блок состоит из 4 модулей на 64 мегапикселя, сверхширик на 8, макромодуль на 5 и датчик глубины на 5 мегапикселей. Видео смартфон записывает максимум Full HD 1080p, фронталка на 20 мегапикселей расположена в капельке в экране. И видео смартфон снимает также 1080p. Минусы: автофокус и видеосъемка плавает. Цена без сейлов неприлично большая, но этот минус можно отнести к любому смартфону от Samsung, если вы покупаете его не в Южной Корее. Процессор довольно древний, нет АК-порта, традиционно заклеенные трудносдираемые пленкой торцы, которые лично меня раздражают, а вас, возможно, нет. Защитной пленки чехла в комплекте тоже нет, это фейл, хотя практически у всех Samsung такой скромный комплект. Хотя нет, я не прав, у топовых Samsung даже зарядки нет в комплекте. Топовая жадность, как по мне. Лоток для сим-карт не прорезинен, звук моно, что плохо. Олеофобное покрытие экрана ужасно, разводы от пальцев появляются моментально, подбородок экрана приличных размеров. Беспроводной зарядки, разумеется, нет, хотя для этого ценового сегмента могла бы и появиться. Весьма маркий. По итогу довольно красивый внешний смартфон с начинкой из более бюджетного ценового диапазона. Если урвете его на распродаже, хорошо. Если нет, еще лучше. За полную стоимость однозначно не рекомендую к покупке. Не забываем подписываться на канал, обязательно подпишитесь на телеграм-канал скидок. Там больше 50 тысяч человек, есть актуальные ролики лично от меня, то есть я туда выгружаю иногда даже обзоры, но чаще всего руководство к действию по поводу покупок, чтобы вы ориентировались, потому что те ценники, которые предлагают некоторые топовые бренды, это перебор, во-первых. Во-вторых, есть регионы, в которых эти топовые бренды стоят копейки в прямом смысле. Напоминаю еще раз про Samsung 53, который был в телеге, можете посмотреть, людей купило море, в том числе и я. Обзор на него будет. То, что продают сейчас в наших магазинах, и от Samsung тоже, это лютый оверпрайс. И также есть еще болталка, там 13 тысяч человек, тоже подписывайтесь. Можете в комментариях здесь написать, что я не объективен по отношению к Samsung, но напоминаю еще раз, что OnePlus 10 Pro 38 тысяч, Xiaomi Mi 11 Ultra 44 тысячи рублей, Xiaomi 12X 33 тысячи рублей. И я могу бесконечно продолжать, какие топы можно купить за копейки в прямом смысле, даже с глобальной прошивкой. А учитывая, что все топовые бренды ушли из Российской Федерации официально, ну и смысл от того, что вы купите в нашем ритейле. Официально-то их уже у нас нет. На шестом месте моего топа находится Samsung Galaxy M52. Плюсами данного аппарата являются аккуратный внешний вид, хороший экран на 6,7 дюйма с частотой обновления в 120 Гц, слот для сим-карт прорезинен. Вес смартфона 172 грамма, это хорошо при его размерах. Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, что тоже хорошо. Срабатывает он быстрее, чем в экране в данном ценовом сегменте. Поддержка карт памяти до 1 терабайта кого-то радует. Дисплей Super AMOLED, плюс имеет разрешение 1080 на 2400 точек. Плотность пикселей 393 ppi, автояркость работает хорошо. Частота обновления экрана 60 или 120 Гц. Автогерцовки не завезли. Always on Display полноценный. Мультитач на 10 касаний тоже стандартный. Распознавание лица срабатывает быстро. Процессор Snapdragon 778G, сопроцессор Adreno 642L, оболочка One UI 3.1 на базе Android 11, оперативки 6 гигабайт, внутренняя память ура, уже UFS 2.2 и доступно 128 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, уже поддержка 5G сети. Вибра хорошая, но не настраиваемая. Bluetooth версия 5.0, NFC с поддержкой бесполезного Google Pay и встроенного Samsung Pay, который не бесполезен, на борту. GPS показывает точность около 3 метров в городских условиях, что стандартно для Qualcomm. Аккумулятор на 5000 мАч в PC-марке показал 9 часов 51 минуту на максимальной яркости в 120 Гц, что хорошо. Полностью родным зарядником смартфон можно зарядить за 1 час 20 минут. В играх смарт греется, но яркость не сбрасывает. Играть можно, но не на максимальных настройках, естественно. Основной блок камер состоит из 3 модулей, основной на 64 мегапикселя, сверхширик на 12 и макро на 5 мегапикселей. Видео записывает может максимум в 4К 30 FPS, оптической стабилизации не завезли, а цифровая стабилизация по мне ужасна. Фронтальная камера на 32 мегапикселей, снимать видео может максимум в 4К 30 FPS, что очень даже неплохо. Минусы есть, перечисляю. Стабилизатор при съемке видео не самый лучший. Все те же заклеенные пленкой торцы, нет АК-порта, слот для сим-карт гибридный, не могу сказать, что это хорошо. Всего 2 цвета корпуса на выбор, что печаль. Звук моно, что расстраивает, шим огромный, запись звонков в России недоступна.
доступно. И это неудивительно. Нет беспроводной зарядки, греется довольно прилично, мини-джека нет, это прям печаль лично для меня. По итогу Smart Overprice, вот если бы цену сделали поменьше в 2 раза, тогда бы можно было мириться с его недостатками. Сразу вспоминается Realme GT Master Edition, пусть даже не супер бодрый, но за 17 тысяч, который рвет, конечно, данный девайс по полной программе. Но это опять же лирика. На 5-е место своего топа я поставил Samsung Galaxy A52. Плюсами данного смарта являются отличная внешка, модный у россиян бренд, безграничный, по словам Samsung, экран на 6,5 дюймов, поддержка карт памяти есть, но лоток гибридный, и он прорезинен, к слову, то есть можете запихать туда либо 2 симки, либо симку и карту памяти. Есть мини-джек, спасибо и на этом. Размер смарта стандартный, вес 189 граммов. 3 цвета корпуса на выбор: черный, синий и лавандовый. Есть версия смарта с поддержкой 5G сетей и без поддержки. Звук в телефоне стерео, что радует. Есть защита от влаги стандарта IP67, что круто. Дисплей Super AMOLED с разрешением 1080 на 2400 точек. Плотность пикселей 407 ppi, частота обновления экрана 90 Гц. Яркости экрана в принципе хватает на солнце. Always on дисплей на борту, мультитач на 10 пальцев в наличии, датчик отпечатков пальцев в экране работает быстро, процессор Snapdragon 720G с видео-сопроцессором Adreno 618, работают шустро. Оболочка One UI 4.0 на базе Android уже 12, что круто. Оперативка LPDDR4X на выбор доступно 4 или 8 гигабайт, внутренней памяти на выбор 128 или 256 гигабайт типа UFS 2.2. Двухдиапазонный Wi-Fi на борту, Bluetooth версии 5.0. Не топовый, но нормальный. Виброотклик приятный. NFC-модуль рабочий, GPS-модуль показывает точность стандартную в 3 метра в городских условиях. Аккумулятор на 4500 мАч в PC-марке показал 8 часов 37 минут работы при максимальной яркости и стандартно 90 герцовом экране. Аккумулятор заряжается от родного блока питания за 1 час 40 минут с 0 до сотки. Если использовать действительно быстрое зарядное устройство от того же Samsung, которое нужно докупать, на 45 Вт, то за 1 час 15 минут. Основной блок камер состоит из 4 модулей, основной на 64 мегапикселя с поддержкой оптической стабилизации, макро-модули на 5 мегапикселей, сверхширик на 12 мегапикселей и датчик глубины на 5 мегапикселей. Видео основной модуль пишет максимум в 4К 30 FPS. Фронталка на 32 мегапикселя может снимать видео максимум в 4К 30 FPS, что неплохо. Минусы: без них никуда, к сожалению. Бедная комплектация без чехла, защитной пленки без нормальной быстрой зарядки, нет ЭК-порта, лоток для сим-карт полностью в корпус не утоплен и выпирает из него заметно. Шим имеет космические значения, и DC-диминга не завезли, не завезут традиционно. Нет поддержки беспроводной зарядки. Мой смартфон внезапно разряжался на морозе несколько раз. Может быть, это недостаток конкретно моего смарта, а может быть, особенность линейки. Точно нельзя сказать. На 4-м месте моего топа это Samsung Galaxy M12. Плюсами данного смартфона являются прежде всего цена по соотношению к его возможностям. За 9500 рублей, за которые я его купил, это просто топовый топ. У него достойный внешний вид, полноценный лоток на 2 сим-карты и карту памяти объемом до 1 терабайта, мини-джек, но при этом довольно большой, вес в 214 граммов. 3 цвета корпуса на выбор: черный, синий и зеленый. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев, сканер работает неплохо. Дисплей на 6,5 дюйма типа PLC. Это самсунговский IPS, имеет разрешение скромное 720 на 1600 точек. Подбородок приличный, фронталка в виде каплевидного выреза. Неудивительно для супербюджетника. Плотность пикселей в 269 ppi, не самая большая, но опять же, учитывая стоимость данного смартфона, а что делать? И учитывая, что это Samsung. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, это радует. Распознавание по лицу работает хорошо. Процессор Exynos, наш любимый енот, 850 с графическим ускорителем Mali G52 MP1. Работает не совсем шустро. Оболочка One UI Core 3.1 на базе Android 11 периодически подвисает прямо в меню. И сейчас вы поймете почему. Оперативка здесь LPDDR4X на выбор 3 или 4 гигабайта. Постоянной памяти же 32 или 64. Барабанная дробь типа eMMC. Вот она печаль. И поэтому все подвисает. Запись звонков доступна из коробки, что удивляет и радует. Bluetooth версия 5.0 староват. NFC модуль есть. GPS модуль показал точность 3 метра в городских условиях. Аккумулятор 5000 мАч показал в PC-марке. Время работы в 10 часов 7 минут на 90 Гц при 100% яркости. Очень неплохой результат. Напоминаю, что это только за 80% работы. То есть он начинает с 100%, а заканчивает гонять телефон до 20%. То есть это 4/5 его возможностей. Полностью смартфон заряжается от родной зарядки 2 часа 5 минут. Для игр смарт не подходит, нагревается довольно сильно и нужный FPS выдавать однозначно не может, но яркость экрана не сбрасывал. В танки на минималках поиграете, а вот все остальное вряд ли. Основной блок камер состоит из 4 модулей, основной на 48 мегапикселей, ультраширик на 5 мегапикселей, макро-модуль на 2 мегапикселей,
датчик глубины на 2 мегапикселя. Видеокамера пишет максимум в 1080p 30 fps, стабилизации, естественно, нет. Фронталка на 8 мегапикселей пишет видео в таком же максимальном разрешении. Минусы: нет защитной пленки, чехла, звук моно, мультитач всего на 10 пальцев расстроил конкретно, память установлена очень медленная, Wi-Fi работает только на 2,4 ГГц, это прям вообще печаль. Нет полноценного датчика приближения, здесь Samsung сэкономили. Поддержки беспроводной зарядки нет, естественно, за такую цену. ИК-порта нет, защиты от влаги нет даже номинальной в виде резинки на лотке для сим-карт, к которой мы привыкли даже в аппаратах за 10 тысяч рублей. Автояркость тормозит при изменении освещения, но за эту цену дешевле 14 тысяч. Если вы умудритесь его взять, то он своих денег стоит. Дороже, естественно, нет. И, к слову, недавно, вот буквально на днях, я очень сильно ругал Realme 9, у которого по всем характеристикам в 10 тысяч раз лучше все, и стоит он в стоке при покупке на Али 13 800. Если вы посмотрите, что может он при своих 90 Гц с нормальной памятью, а я его ругал, то у вас слезы навернутся, потому что, ну, Samsung точно рядом не лежал за эти деньги. На третье место своего топа я поставил Samsung Galaxy S20 FE. Его в какой-то момент времени можно было приобрести в России выгодно, но это было давно и неправда. К плюсам данного аппарата относится, как по-моему, это адекватный ценник, довольно мощная начинка, позволяющая не думать о замене года так 3. Целых 6 цветов корпуса на выбор. Кстати, из этих 3 лет уже один прошел. Алюминиевые рамки корпуса, гибридный слот на 2 сим-карт или одну симку и карту памяти объемом до 1 терабайта. Защиту от влаги и пыли стандарт IP68, телефон можно топить, что очень хорошо в этой ценовой категории. Не то, что можно топить, а то, что он не утонет. Комплект стандартный, смартфон с защитной пленкой, блок питания на 15 Вт, кабель Type-C, ключ для извлечения сим-карты, документация. Вес 190 граммов, вполне неплох. Дисплей типа Super AMOLED на 6,5 дюймов, разрешение 2400 на 1080 точек и плотность пикселей в 407 ppi. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 версии довольно древние. Частота обновления экранов 120 Гц, автогерцовки нет, к сожалению. Шим есть, стандартный для Samsung. Опять же, к сожалению, Always On Display полноценный. Сканер отпечатков пальцев в экране работает медленно. Его работу можно поправить с помощью инструкции из интернета, но это неправильно, как по мне. Лучше, согласитесь, аппарат сразу с нормальным сканером покупать. Распознавание лица работает хорошо. Процессор Snap 865 установлен в моей версии смартфона. Есть еще версия на Exynos. Я выбрал именно эту версию. Если брать процессор, допустим, помощнее будет Poco F3, который недавно продавался за 17 тысяч. Но по железу и по съемке, разумеется, все-таки Samsung, учитывая, что он и стоит больше, чем в 2 раза дороже, он лучше. Мне Snap в принципе больше нравится, и у Samsung тоже. Графика представлена ускорителем Adreno 650, на смарте установлен One UI версии 4.0, на Android 12. И это круто. Оперативная память LPDDR5 на выбор 6 или 8 гигабайт, внутренней памяти доступна на выбор 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.1. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, связь держит у меня лично хорошо, вибро не лучший, но настраивается зато. Bluetooth версии 5.0, NFC на борту, GPS с поддержкой от GPS GLONASS BDS Galileo на борту, точность GPS 3 метра в городских условиях, Qualcomm-овский стандарт. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и показал в PC-марке 8 часов 11 минут на максимальной герцовке и яркости. Есть поддержка быстрой зарядки до 25 Вт, хотя в комплекте опять же 15 Вт. То есть 25 Вт вам нужно будет докупать, если хотите относительно быструю зарядку. Смешно, 150 Вт и 25. Полностью смартфон зарядился обычной зарядкой за 1 час 15 минут. Есть беспроводная зарядка на 15 Вт. Производительность процессора достаточна для почти всех задач. В играх яркость он не сбрасывал, что радует. Основной блок камер состоит из 3 модулей, одной LED вспышки. Основной модуль на 12 мегапикселей, ультраширик на 12 мегапикселей, телефото модуль на 8 мегапикселей. Максимальная запись в 4К 60 FPS и съемка доступна без ограничения по времени. Фронтальный модуль на 32 мегапикселя снимать может видео в 4К 60 FPS. Качество съемки на фронталку прямо радует. Основная камера имеет оптическую стабилизацию изображения. Качество и фото-видеосъемки прям супер достойное для даже этой стоимости. Минусы: нет мини-джека, мощность зарядного устройства всего 15 Вт, модули блока камер смонтированы несимметрично относительно основного блока, поэтому складывается ощущение плохой сборки. Нет АК-порта, нет поддержки DC-диминга, нет записи разговоров в стоке, если кому-то это надо. Датчик приближения работает не лучшим образом, не так, как у Poco F3, который я уже вспоминал, конечно, но все равно плохо. Греется смартфон даже при обычном использовании, не лучшая автономность, довольно простой внешний вид, при перепродаже смартфон теряет почти треть стоимости, даже довольно свежий, месячного использования, так что если вам он не понравится, перепродать его, не потеряв минимум 1006, будет невозможно. Хотя, может быть, вы его найдете, но это лирика. На сегодняшний прайс это очень хороший смартфон, я бы сказал, один из лучших, если
поймаете сейл. На втором месте моего топа находится Samsung Galaxy S21 5G. Это не супер новинка, но всем, у кого на руках этот смартфон, я не советую бежать его менять. Да, он постоянно разряжается, да, он у меня был в использовании практически год, но актуальность не потерял, и если он у вас на руках, ну а зачем вам что-то другое? Если же у вас есть вариант купить такой новый по какой-то бросовой цене, расскажу сейчас о нем. Плюсами данного смартфона являются, как по мне, компактные размеры, позволяющие пользоваться им одной рукой без особых напрягов, также достойный экран с отличной графикой и высокой плотностью пикселей в 424 ppi. В любом кармашке поместится и не заметит никто, если без чехла носить. А-ля такой вариант вместо пикселя 5. Отличный экран с частотой обновления в 120 Гц и пиковой яркостью в 1300 нит позволяет разглядеть на солнце содержимое без особых проблем. Есть поддержка Dolby Atmos и стереодинамиков, хотя есть Xiaomi 12 Pro с целыми 4 динамиками. Ну, вы понимаете, о чем я. При том, что он плюс-минус, если с Али покупать, столько же стоит. Есть металлическая рамка, и намекает она на премиальность и принадлежность к топ-сегменту. Защита от влаги IP68 реальная, проверял ее в полном обзоре. Дисплей Dynamic AMOLED размером 6,2 дюйма имеет стандартное разрешение 2400 на 1080 точек и плотность пикселей в 424 ppi. Always On дисплей полноценный, разумеется, автояркость отрабатывает хорошо. Датчик приближения не глючит, что неудивительно в этой ценовой категории. Плоский экран — это отлично. Не знаю, чем руководствуется Samsung, ставя во флагманы все гнутые экраны водопады. Ну, вот хотят они. Модно. Кроме неудобства, никакого профита, как по мне, в этом нет. Размеры у смартфона компактные, как по нынешним меркам, вес всего 167 граммов. Вообще пушинка. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии и сетей 5G поколения, нам не нужная на данный момент. Опять же, к сожалению. Беда с автономностью. PCMark показывает цифру в 5 часов 40 минут на 100% яркости и 120 Гц. Аккумулятор всего на 4000 мАч заряжается полностью за 1 час 16 минут. Есть поддержка быстрой зарядки на 25 Вт, быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт и реверсивной зарядки на 4,5 Вт. Как по мне, реверсивная зарядка с таким малым аккумулятором вообще не нужна. С камерами все более чем неплохо. Основная камера умеет снимать в 4К, а также в 4К 60 FPS. Селфи-камера неплоха, снимает также в 4К и 60 FPS. Качество съемки довольно хорошее, примеры вы можете посмотреть в отдельном ролике. Минусы. Задняя крышка из пластика, комплект скромный, не положили даже зарядку. Шим приличный, проверяйте свои глаза на совместимость с экраном смартфонов Samsung перед покупкой, благо продаются они практически повсеместно. Цена на смартфон гуляет плюс-минус 25-40% в зависимости от сейла и магазина. Нет ЭК-порта, нет мини-джека, GPS-модуль ловит спутники не так хорошо, как хотелось бы в смартфоне топового уровня. Автономность показывает слезы жалости, но компактные размеры, отличный дисплей, экосистема с аксессуарами дают этому смартфону шанс на покупку. Также еще хотелось бы напомнить очередной раз, что смартфону уже больше года как модели, поэтому не спешим его бежать покупать. Лидером же моего сегодняшнего топа становится Samsung Galaxy S21 FE 5G. К плюсам данного смартфона я отнесу тач на 240 Гц, хотя кое-где уже 700 и 1000 даже есть. Поддержка беспроводной зарядки, отличная стабилизация у основной камеры, топовые материалы, топовая внешность, user experience по мне топовый, опять же по моим отзывам и отзывам потребителей. Размеры смартфона довольно стандартные, вес 180 граммов, хорош. Не такой он тяжелый, как iPhone 13 Pro, для примера он больше 200 граммов. 5 цветов корпуса на выбор, это сильно, алюминиевая рамка и корпус из поликарбоната смотрится классно. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, практически последней версии. Разъем для зарядки USB Type-C версии 3.2, что тоже хорошо. Стереозвук с поддержкой Dolby Atmos на борту. Слот под SIM-карты прорезинен, есть возможность подключить eSIM. Защита от влаги по стандарту IP68, воды не боится на борту, что тоже максимально приятно. Дисплей на 6,4 дюйма типа AMOLED с разрешением 2340 на 1080 точек. Плотность идеальная 401 ppi. Автояркость работает без нареканий, мультитач на 10 касаний на борту, естественно. Частота обновления экрана в 120 Гц радует, Always On дисплей полноценный. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, быстро. Лицо Smart распознает также хорошо. Процессор Snap 3 восьмерки, видеопроцессор Adreno 660, One UI версии 3.0 на базе Android 11. Уверен, что уже 12 прилетел. Оператив LPDDR5 и доступна на выбор 6 или 8 гигабайт. Встроенная память UFS 3.1. Не последняя, но почти топовая. На выбор 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, в сети 5G поколений неактуальных, Bluetooth версия 5.0, не последний 5.3, NFC модуль есть. Сенсоры приближения работают отлично, GPS модуль показывает точность 3 метра в городских условиях. Емкость аккумулятора равна 4500 мАч. Про родную зарядку сказать нечего, так как ее нет в комплекте поставки. В PC-марке Smart показал скромные 7 часов 21 минута на 100% яркости при 120 Гц. В играх смартфон греется, но яркость не
понижает. Играть в целом комфортно, есть поддержка быстрой зарядки на 25 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт. Quick Charge версии 4.0, Power Delivery версии 3.0 на борту, это в плане поддержки по зарядке. Скромно, но что имеем, то имеем. От быстрой зарядки Samsung на 45 Вт смартфон зарядился полностью за 1 час 15 минут. Основной блок камер состоит из 3 модулей, основной на 12 мегапикселей, ультраширик на 12 с углом обзора в 123 градуса и телеобъектив на 8 мегапикселей. Видео смартфон может записывать максимум в 4К 60 FPS, фронталка на 32 мегапикселя снимает видео максимум в 4К 60 FPS, так же как и основной модуль. Вопросов по съемке у меня не было, что хорошо. Минусы: смартфон перегревается, к сожалению, комплект поставки скромен, шим огромен, нет поддержки карт памяти, ИК-порта и мини-джека в смартфоне нет. А резюмировать я хочу следующим образом. Единственные два смартфона от Samsung, которые я бы сейчас советовал покупать, если вы осилили этот топ, это Samsung S22, обзор на который у меня тоже был на канале, и я его не стал сюда включать, потому что если вас устраивает стоимость, учитывая то, что он не умирает так же быстро, как Samsung S21, а по габаритам плюс-минус такой же, у вас альтернатив немного, что небольшое купить. Это либо пиксели старой версии, либо опять же Samsung S22, либо следующая стадия это Xiaomi 12 или 12X. То есть все, что вы можете купить из компактов. Возможно, я сделаю топ компактов, напишите, если вам интересно. И второе, опять же, самсунговский смартфон, который я бы советовал и на который я еще не сделал обзор, это Samsung 53, который я купил за 21 тысячу, потому что за 21 тысячу вы эту трубку сможете легко перепродать. Учитывая, что на сейлах в России она стоила 26, а сейчас опять цены улетели за 30. Примерно так. Ценник на серию Samsung 22 версии слишком высок. У них очень много негативных отзывов. Не стану рассказывать про то, что они специально замедляют аппараты, и про то, что у них уже пришлось выплатить приличные штрафы в развитых странах, и по этой причине они у себя дропнули цены, и что у них слишком много смартфонов и слишком мало продаж. В России Samsung любят. Вы смотрите этот топ-10, потому что вы его любите. Я его делал, потому что его в России любят, чтобы, опять же, канал смотрели. Если вы хотите брать Samsung, и у вас супер много денег, вам не важно, что купить, берите Ультру. Если вам нужен хороший телефон, берите S22. Если хотите сэкономить и иметь Samsung, старайтесь купить что-то на Али. Опять же, не восстановленный. Внимание при покупке. Будут какие-то вопросы, еще раз повторяюсь, подписывайтесь на канал, пишите в телеграм-канал взаимопомощи, пользуйтесь там обязательно поиском, подписывайтесь на телеграм-канал скидок, смотрите ролики, я в основном там выгружаю обучалки, как через Киви покупать, например, потому что на Али сейчас курс 76, а на Киви 65. Ну, это на момент издания ролика. Samsung как бренду, который очень сильно продвинул вперед вообще мобильную технику, однозначно, да, очень много наушников у них супер достойных, очень много брендов они перекупили, тоже супер достойных, и теперь под их эгидой продают много товаров. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.